Дорогие друзья, я приветствую вас из Испании. Сегодня я подготовила несколько интересных, на мой взгляд, сюжетов. ЕС ставит Финляндию на карандаш из-за дефицита бюджета, предпенсионерам урезают льготы, университетское имущество ушло с молотка, закон об иностранцах ужесточили, бывший финский депутат просит убежище в России и криминальная трагедия в Швеции. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Главное событие последних дней. Этого не хотели, пытались избежать, правительство убеждало, что этого не будет, однако случилось. Финляндия попала под процедуру чрезмерного дефицита. Дефицит и госдолг превышают европейские лимиты, и теперь Брюссель требует корректировок. Премьер-министр Финляндии Петри Орпо, коалиционная партия, заявил в социальной сети X: даже сокращение расходов на 10 миллиардов евро не компенсирует ущерб экономике, вызванный в основном агрессией России. Меры правительства были верными, но работу необходимо продолжать. А министр финансов Riikka Purra сказала на заседании парламента: Koko sen ajan, kun valtiovarainministerinä olen toiminut, niin olen tuonut esille hyvin voimakkaasti, monien mielestä liian kielteisesti meidän julkisen talouden ja valtiontalouden heikkoa tilaa. Se liittyy siihen, että meidän tulot ja menot ovat kroonisesti ja rakenteellisesti epätasapainossa. Sen lisäksi meillä ei ole tässä maassa ollut aitoa reaalista talouskasvua todella pitkään aikaan, 17-18 vuoteen, mutta samaan aikaan meidän menot on edelleen, ne on rakennettu paljon paremman talouskasvun varaan. Ja tämä on se perusongelma. Se, mitä tämä hallitus on pyrkinyt tekemään, paitsi säästämään niistä menoista, ja tässä me olemme kyllä onnistuneet, me olemme pyrkineet tekemään sellaisia kasvutoimia, jotka vaikuttavat rakenteellisesti. Mutta kyllä, tilanne on ollut hyvin vaikea niin meidän vientimarkkinoilla, kauppapolitiikassa, Ukrainassa käytävässä sodassa ja niin edelleen. Tällä kaikella on vaikutuksensa Suomeen. Meidän uudistukset eivät mene hukkaan. Käyttötalouden menoja täytyy leikata tulevillakin kausilla. Tämä on päivänselvää. Tämä hallitus tekee parhaansa ja minä ministerinä kannan vastuun tämän hallituksen talous- ja finanssipolitiikasta ja hallitus kantaa kaikista päätöksistä. По прогнозу Еврокомиссии, в следующем году уровень государственного долга Финляндии превысит 90% ВВП, тогда как по правилам ЕС он не должен превышать 60%. В общем, надо резать. Об этом в следующем сюжете. Правительство Финляндии планирует урезать пособия по бедности, тоиментулотуки, ограничить оплачиваемые социалкой расходы на здравоохранение, изменить порядок расчетов жилищного пособия, отменить защитную часть СУАЯОСа 150 евро для лиц старше 18 лет, а также значительно ужесточить санкции за нарушение. Это значит, что сегодняшнее пособие по обеспечению прожиточного минимума 593 евро для одиноко проживающего лица снизится до 575 евро и может быть сокращено даже до 287 евро в месяц. По расчетам Ассоциации социального обеспечения СОСТЕ-РЮ, предложенные сокращения увеличат число людей с низкими доходами в общей сложности примерно на 28 400 человек, из которых 8,5 тысяч – дети. Депутат парламента от партии «Левый союз» Vasemmistoliitto Johannes Yrttiaho комментирует: совокупность сокращений социальных пособий вызывает совместные эффекты, которые правительство ни на одном этапе не согласилось должным образом оценить или принять во внимание. Десятки тысяч семей с детьми доведены до бедности, очереди за хлебом становятся длиннее, а число бездомных снова растет. Конституционный комитет парламента Финляндии нарушение основного закона не усмотрел. Можно выносить на голосование. Шериф шутить не любит. Ставь лайк. С 1 января 2026 года в Финляндии отменяют повышенные пенсионные взносы для людей от 53 до 62 лет. Предпенсионеры лишаются льготы. Раньше все платили в пенсионный фонд 7,15% от зарплаты, а предпенсионеры 53-62 лет платили 8,65%. Соответственно, и их пенсия прирастала по ускоренной схеме. Эта привилегия исчезнет с начала будущего года. Все будут платить одинаково – 7,3% от зарплаты.
Пенсия будет рассчитываться одинаково для всех возрастов, вне зависимости от того, сколько лет осталось до выхода на пенсию. Для предпенсионеров это удар. Они раньше платили больше, но и получали более высокую пенсию. Теперь льготы исчезают, а будущая пенсия будет ниже. Реформа проходит на фоне растущего беспокойства вокруг устойчивости финской пенсионной системы из-за стареющего населения. Количество пенсионеров растет быстрее числа работающих. Новые правила затрагивают почти всех, рожденных между 1965 и 2005 годами. Именно они столкнутся с изменениями пенсионного возраста и размера будущих выплат. Экономически реформа выглядит рациональной. Она унифицирует систему и повышает ее устойчивость. Политически же есть риск, что недовольные предпенсионеры припомнят на выборах все. Они припомнят. А что думают молодые? Об этом в следующем сюжете. Статья на тему отцов и детей опубликована в газете «Хельсинкин Саномат». Студенческий союз университета Хельсинки пустил с молотка почти всю университетскую недвижимость, чтобы покрыть свои долги. Легендарные здания в центре столицы, старый и новый студенческий дом, Сити Тало, Кайво Тало и Гранд Ханса – все это скупил пенсионный фонд Кева. Стоимость сделки – 187 миллионов евро, примерно на 100 миллионов ниже реальной рыночной стоимости. Иными словами, пенсионный фонд получил прибыль, а студенты, будущее страны, теряют активы. Это идеально отражает дух времени. У кого сегодня деньги? У пенсионеров. Финские экономисты давно говорят, пенсионеры младше 75 лет – это самая обеспеченная возрастная группа в стране. Их состояние за 30 лет выросло с 60 тысяч до 175 тысяч евро. За тот же период состояние молодых взрослых упало с 25 тысяч до 10 тысяч евро. Молодые не могут позволить себе то, что было доступно их родителям. Отсюда зависть и чувство несправедливости. Ресурсы государства уходят на стареющее население. Уход за пожилыми и пенсии – главные статьи расходов – священная корова Финляндии. А 30-летние живут с временными контрактами, без собственного жилья, без перспектив. Целое поколение выросло без ощущения экономического роста, без надежды на накопление капитала. Для многих молодых людей капитализм сегодня олицетворяет не шанс, а эксплуатацию и изменение климата. Если нет богатых родителей, то, согласно молодежному барометру, многие молодые люди считают, что им не под силу справиться с ситуацией. У них есть опыт. Нулевой рост, падение рождаемости, плохая ситуация с занятостью, основы пенсионной системы рушатся. Пенсионная система рушится, но защищает своих интересантов. Когда молодежные организации предлагают заморозить индексирование пенсий, чтобы поддержать малочисленные поколения, им отвечают: не нужно стравливать возрастные группы. Когда экономисты напоминают, что рискованные инвестиции пенсионных фондов могут обернуться потерями, в ответ: это не государственные деньги, здесь нет проблемы. Когда расчеты показывают, что повышение пенсионного возраста экономит до 10 миллиардов евро в год, в ответ: нельзя нарушать людям жизненные планы. Их же ждет Испания. Но возникает вопрос: а чьи же планы действительно нарушаются? Молодые поколения живут в режиме перманентного кризиса. Пандемия, война, климат, временная занятость, детская бедность. Все подстраиваются, кроме той возрастной группы, которую система оберегает больше всех. Если от всех требует участия в спасении госфинансов, так почему именно молодые поколения платят самую высокую цену? Не оставим без внимания популярную рубрику «Понаехали». Приняты поправки к закону об иностранцах. Ужесточены условия получения постоянного вида на жительство. Теперь для получения постоянного вида на жительство нужно прожить в стране 6 лет вместо прежних 4. Но и через 6 лет ВНЖ не выдается автоматически.
есть два дополнительных обязательных требования. Во-первых, нужно пройти официальный тест на удовлетворительное знание финского или шведского языка. Во-вторых, иметь как минимум 2 года трудового стажа в течение этих 6 лет, при этом получать пособие по безработице или пособие по прожиточному минимуму допускается лишь очень короткий срок. ВНЖ можно получить через 4 года проживания, если человек высококвалифицированный или суперинтегрированный. Это 3 категории. Первая. Годовой доход превышает 40 тысяч евро. Добро пожаловать, вы нам нравитесь. Вторая. Если вы получили в Финляндии высшее образование уровня магистра и проработали 2 года. Или третье. Если у вас не просто удовлетворительное, а особо хорошее знание языка плюс 3 года работы. Но везде тоже есть ограничения по срокам получения пособий. Хочешь жить в Финляндии, значит, будь любезен, работай и плати налоги. Но не все хотят жить цивилизованно. В следующем сюжете криминальная история с понаехавшими в Швеции. Понаехавшие привозят свои культурные и семейные привычки, которые зачастую вступают в противоречие с законом принимающей стороны. Если в Финляндии после поножовщины украинка выжила, кто не видел, смотрите видео по ссылке в описании, то в Швеции женщине повезло меньше. 45-летняя украинка погибла от рук мужа. Валентину с мужем эвакуировали с Украины в Швецию в 2024 году после того, как ее мужа, с которым они женаты лишь 2 года, якобы кадрового военного, отправили в Швецию для лечения ноги, разорванной взрывом. После переезда в Швецию пара оказалась в многоквартирном доме в Стокгольме, где живут и другие украинские беженцы. Валентина наслаждалась жизнью в Швеции, быстро освоилась и устроилась в клиринговую компанию. Но, уехав от войны, Валентина не нашла спокойствия в Швеции. Муж ее избивал, и женщине приходилось убегать от побоев к соседям. Полицейское расследование было прекращено, поскольку Валентина отказалась писать заявление на мужа. И в августе этого года ее нашли мертвой в квартире в Стокгольме. По словам прокурора, перед смертью жертва подверглась жестокому насилию. Муж Валентины под стражей, он все отрицает, расследование продолжается. А пока мигранты стремятся в Европу, есть истинные финны, переехавшие в Россию. Об этом следующий сюжет. Бывший депутат парламента Финляндии от партии «Истинные финны» Перussuomalaiset Ано Туртиайнен уехал в Россию больше месяца назад и попросил убежища. В своих видеороликах в социальных сетях Туртиайнен хвалит условия в России и рассказывает о своих проектах по развитию отношений между Финляндией и Россией. 4 ноября он рассказал о Дне народного единства, который отмечается в России, и сказал, что в будущем, когда народы Финляндии и России объединятся, финны и россияне будут отмечать этот праздник вместе. Его бывший однопартиец, депутат от партии «Истинные финны» Яри Ронкайнен возражает: «Мы в парламенте сделаем все возможное, чтобы не допустить слияния». Бывший штангист Туртиайнен, ранее трижды судимый за нанесение телесных повреждений, пришел в политику в 2017 году, а через 2 года стал депутатом парламента от партии «Истинные финны» Perussuomalaiset. Но что-то пошло не так, и его исключили из парламентской фракции «Истинные финны». В следующем году Туртиайнен основал партию «Власть принадлежит народу» Valta kuuluu kansalle. По словам депутата партии «Коалиция» Kokoomus Jukki Kopri, Туртиайнен поначалу был типичным истинным финном, интересовавшимся вопросами миграции. Моя догадка состоит в том, что коронавирус направил его на другой путь, и он начал выступать против масок и прививок. Короноотрицатели и противники вакцин почему-то часто оказываются одновременно и пророссийскими. Финский депутат, агрессивно критикующий коронамеры, финские власти и СМИ, стал находкой для российской пропаганды, и Туртиайнен получил заметность в России. Когда пандемия пошла на спад, а Россия начала свое вторжение на Украину, российская пропаганда переключилась на противодействие НАТО и поддержки Украины. Туртиайнен последовал за этим. В парламенте у него было место заместителя члена комитета по обороне, который ранее принадлежало истинным финнам, Perussuomalaiset. За первые 3 года, с 2019 по 2021 год, он посетил заседание всего 7 раз. С началом войны на Украине интерес Туртиайнена активизировался. Внезапно
Он стал регулярно приходить на заседания и делать записи. Нет доказательств, что он передавал данные посторонним. Тем не менее, возникло подозрение, что сведения могли попасть к россиянам. Когда Туртианин добровольно не согласился уйти со своего места, весь комитет в апреле 2022 года был в исключительном порядке распущен и переизбран. Туртианина в него больше не включили. Летом 2022 года на партийном съезде партии ВКК «Власть принадлежит народу» в Миккеле почетным гостем был представитель российского посольства, который отрицал, что войну на Украине начала Россия. Речи Туртианина становились все более фантастическими. Помимо симпатий к России, депутат стал подчеркивать свою ревностную религиозность и, например, ссылался на Библию, утверждая, что Земля плоская. В парламенте он заявлял, что Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, пытается захватить власть в Финляндии. Деятельность Туртианина в поддержку России стала чрезмерной даже для самой ВКК «Власть принадлежит народу». И в марте 2024 года его исключили из основанной им же партии. После этого Туртианин нашел единомышленников, главным образом среди некоторых проживающих в Финляндии выходцев из России и пророссийски настроенных кругов. Летом 2025 года, незадолго до своего переезда в Россию, он выступал в Лаппенранте на акциях «Откройте границу» и призывал не верить финским СМИ. Туртианин утверждал, что в Финляндии управляют извне. И, наконец, Туртианин попросил убежище в Москве. В недавнем видео Туртианин признает, что незнание языка осложняет ему жизнь в России. Бюрократия тоже стала сюрпризом. Однако Туртианин полон оптимизма и планирует открыть бизнес на новой родине. Для этого, по его словам, нужно обращаться к властям, а не напрямую к предпринимателям, иначе вас полностью уничтожат. В России тоже есть преступный мир, но не такой, как в Финляндии. Официальной Финляндией управляет масонская мафия, утверждает он. Несмотря ни на что, бывший депутат уверен, что карьера в стране восточного соседа ему откроется. Да, полоса обгона Туртианина сработала и здесь. Пожелаем же понаехавшему в Россию истинному финну удачи. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и уезжаю в Марокко. Поэтому некоторое время меня в эфире не будет. Не скучайте. Всем пока.